Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 35 тайн мира, на которые нет ответов. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео. Это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Следы высокотехнологичных инструментов в древних сооружениях. В руинах древних цивилизаций часто находят технологические странности, идеально круглые и глубокие отверстия, которые будто сделаны мощной дрелью. Качество этой работы поражает. Края не сколоты, а сами каналы уходят вглубь твердой породы с математической точностью. Эти артефакты встречаются по всему миру, от египетских плато и Баальбека до высокогорных крепостей Перу и храмов Камбоджи. Самое загадочное в них – отчетливые радиальные риски, идущие по спирали внутри канала, что очень напоминает след от быстрой подачи современного сверла. И никто до сих пор не может точно сказать, для чего их делали и каким чудом древние люди добивались такого совершенства без использования электричества и алмазных инструментов. Инженеры, изучавшие такие находки, ставят под сомнение версию о примитивных инструментах, ведь для такой работы с гранитом и базальтом нужны огромная скорость и режущая кромка невероятной твердости. Историки обычно отвечают, что это результат многолетнего труда с использованием медных инструментов и абразивов, а внутри отверстий когда-то стояли деревянные балки. Однако эта гипотеза разбивается о факты. Спиральные борозды на стенках указывают на то, что инструмент вгрызался в камень очень быстро, а не тер его годами. Многие отверстия настолько узкие и глубокие, что ручная обработка там физически невозможно. Сделать подобное в твердом камне, сохранив идеальную форму цилиндра, задача, с которой сегодня справится только профессиональное оборудование. 2. Загадка золотого дефицита. Куда исчезли земные недра? Геологи столкнулись с парадоксом, который официальная наука пытается игнорировать. Золото в земной коре в 1000 раз меньше, чем позволяют законы физики и модели формирования планет. Исследования показывают, что после остывания земной коры метеоритные потоки должны были насытить верхние слои огромным количеством драгоценного металла. Однако на деле мы находим лишь жалкие крохи от расчетных показателей. Ученые твердят о неравномерном распределении, но не кажется ли вам более логичным объяснение, что золото было просто извлечено и вывезено в промышленных масштабах еще до рассвета нашей цивилизации? Если взглянуть на древние шумерские тексты без скепсиса, все встанет на свои места. Легенды о богах, сошедших с небес ради добычи золота для спасения своей атмосферы, это не просто мифы, а технический отчет о крупнейшей операции по недропользованию. Загадочные древние шахты в Южной Африке, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет, и внезапный скачок в эволюции человека указывают на то, что нас создали как помощников в этом грандиозном межгалактическом проекте. Мы видим пустые пласты там, где металл должен был лежать тоннами. Это и есть след чужого вмешательства. Золото – это не просто украшение. Это идеальный проводник и отразитель энергии, необходимой для высоких технологий. Огромная недостача металла в земной коре и наличие пустых гигантских выработок – лишь верхушка айсберга. Похоже, Земля долгое время служила гигантским карьером для высокоразвитой цивилизации, которая вычистила наши запасы, оставив человечеству лишь крупицы в труднодоступных местах, до которых их техника не посчитала нужным дотянуться. А вы как считаете?
Земля — это гигантский опустошенный карьер или все же это просто ошибка в научных расчетах? 3. Нефилимы существовали? Археологи нашли внебиблейское подтверждение. Ученые обратили внимание на древний египетский манускрипт папирус Анастасии I, 13 век до нашей эры, хранящийся в Британском музее. Документ может содержать внебиблейское свидетельство о существах, напоминающих легендарных нефилимов, гигантов, упомянутых в книге «Бытия». В папирусе описаны люди необычного роста в 5 локтей, около 2,6 метра, которых автор текста, писец Хори, называет шосу. Они скрывались в пещерах, обладали свирепым видом и не поддавались уговорам. Параллели с библейскими преданиями усиливаются благодаря поразительному совпадению географии. Египтянин описывает те же города, где, согласно священным текстам, жил знаменитый царь-великан Ог. Эти упоминания заставляют иначе взглянуть на историю нефилимов, грозных титанов древности, обладавших невероятной силой. Для исследователей это стало важным аргументом в пользу того, что рассказы о пугающих исполинах, включая знаменитого Голиафа, имели под собой реальную физическую основу. Внебиблейское свидетельство такого уровня превращает мифы о великанах в предмет серьезного исторического анализа. Египетский документ подтверждает, что в Леванте действительно обитали племена с экстраординарными физическими данными, которые внушали ужас соседним народам. Теперь археологи получили независимое подтверждение того, что библейские хроники могли описывать не метафорических монстров, а реально существовавшую ветвь человечества. 4. Ваджра. Таинственный предмет в руках богов. В современном мире теория палеоконтакта обретает все новых сторонников. Эта гипотеза базируется на предположении, что в глубокой древности на Земле процветали высокоразвитые цивилизации, обладавшие технологиями, которые впоследствии были утрачены и превратились в мифы. Интерес к гипотетическим технологиям древности опирается на серьезные изыскания, начатые еще в советский период. В 1978 году инженер Владимир Рубцов опубликовал фундаментальную работу «Астровидия. Миф или реальность», где анализировал феномен аномальных оплавлений древних сооружений как следствие применения высокотехнологичных систем поражения. Обратившись к древнеиндийскому эпосу Махабхарата, Рубцов обнаружил детальные описания Брахма-Ширас, оружия, чье разрушительное пламя и последствия для окружающей среды поразительно напоминают действие современного напалма или термический эффект ядерного удара. Особое внимание в работах Рубцова уделено ваджре. Этот артефакт, чье название переводится как «удар молнии», обладает специфической формой, напоминающей сложный технический инструмент или современный резонатор. Археологи по всему миру находят ваджры, изготовленные из бронзы, железа и даже благородных металлов. Однако сторонники палеоконтакта считают их лишь поздними копиями утраченных высокотехнологичных оригиналов. На данный момент сосуществуют две основные теории их происхождения. Согласно первой, это наследие працивилизаций, способных управлять силами природы и генерировать энергетические разряды, подобные молниям. Согласно второй, это внеземные инструменты, оставленные пришельцами из космоса в качестве дара или забытого снаряжения. Почему предмет, похожий на ваджру, встречается у самых разных народов мира? 5. Брахма-Ширас. Оружие, сияющее ярче тысячи солнц. В древнеиндийском эпосе Махабхарата описывается Брахма-Ширас, голова Брахмы, оружие колоссальной разрушительной силы. Люди с техническим складом ума и естественно-научным кругозором зачастую видят в этих строках не просто миф, а своеобразный отчет о сверхмощном боевом модуле, якобы оставленном богами.
Последствия применения Брахмашироса, зафиксированные в тексте, поразительно схожи с последствиями ядерного удара. Согласно Махабхарате, после атаки Земля на 12 лет становилась бесплодной, небо погружалось во тьму, а у выживших выпадали волосы и ногти, что соответствует симптомам лучевой болезни. Также упоминается поражение плода в утробе, эффект, согласующийся с современными данными о воздействии радиации на развивающийся организм. Поскольку в древности не существовало понятий «радиация» или «термоядерный синтез», авторы эпоса прибегали к доступным им образам, описывая оружие как нечто, сияющее ярче тысячи солнц и испепеляющее все живое. Таким образом, описание Брахмашироса проводит пугающую аналогию между текстом эпоса и современными технологиями массового поражения. Хотя эта интерпретация остается лишь гипотезой, она побуждает задуматься, не скрываются ли за мифологическими сюжетами отголоски реальных событий или технологий, недоступных пониманию наших предков. 6. Путеводитель по Санкт-Петербургу. Загадка в книге 1840 года. На одном из онлайн-аукционов была продана книга «Путеводитель путешественника по Санкт-Петербургу» с 10 картинами и планом Санкт-Петербурга. В описании говорится, что путеводитель был издан на французском языке в Санкт-Петербурге фирмой «Беллизар и компания» в 1840 году. Гайд дю вояжер а Санкт-Петербург продается в издательской обложке с полным комплектом гравюр. В путеводителе подробно описываются достопримечательности Петербурга и его архитектура. Предлагаются советы для путешественников, описываются особенности русского календаря, русских мер и весов, денежной системы. Но самое загадочное в нем то, что на одной из гравюр и плане города изображен не только Исаакиевский мост, но и собор. Но как же так? Ведь по официальной истории его построят только через 18 лет после публикации. 7. Нараяна Астра – мифическое оружие или автономная боевая система. В древних текстах Махабхараты описание Нараяна Астры выходит далеко за рамки традиционных представлений о луках и стрелах, поразительно напоминая высокотехнологичное оружие направленной энергии. Визуально ее активация описывалась не как полет одиночного снаряда, а как формирование в небе сияющего диска или плазменного облака, из которого с оглушительным ревом вылетали тысячи самонаводящихся световых стрел и дисков. Этот артефакт обладал способностью генерировать бесконечные потоки зарядов, интенсивность которых возрастала пропорционально сопротивлению противника. С технической точки зрения, это выглядит как автоматизированная система подавления, оснащенная датчиками фиксации движения и агрессии. Вместо хаотичного разрушения Нараяна Астра демонстрировала алгоритмическую точность. Она игнорировала тех, кто оставался неподвижен, что прямо указывает на работу сложных протоколов распознавания целей. Свидетельства говорят, что небо буквально заполнялось лучевым оружием, которое, словно обладая собственным зрением, обходило безоружных и концентрировало огонь на активных очагах сопротивления. Столь специфический механизм действия наводит на мысли о технологическом наследии, оставленном цивилизацией с иным уровнем развития технологий. Единственным способом уцелеть под градом ее снарядов было полное прекращение сопротивления и сложение оружия. Фактически это деактивация боевого режима через отсутствие кинетических сигнатур. В текстах подчеркивается, что попытка сбить эти снаряды или укрыться за щитом лишь провоцировала систему на усиление мощности залпа. Такое сочетание разрушительной мощи и интеллектуального управления свидетельствует о том, что за мифологическими эпитетами может скрываться описание автономного комплекса обороны, использующего принципы, которые лишь сегодня начинают осваивать современной наукой. 8. После серии мощных вспышек рядом с Солнцем появился загадочный крылатый объект.
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала загадочный снимок. На нем запечатлен необычный объект рядом с Солнцем. Фотография была сделана 2 февраля с помощью широкоугольного спектрометрического коронографа LASCO C2, установленного на борту обсерватории Сохо. Этот космический аппарат создан исключительно для наблюдений за светилом. Прибор позволяет изучать окрестности Солнца в радиусе 8,4 миллиона километров. Чтобы яркий свет солнечного диска не мешал обзору, его закрывают специальной заслонкой. На снимке она выглядит как темный центральный круг. Зафиксированный объект внешне напоминает птицу. Эксперты лаборатории образно назвали его птицей-говоруном. В мистических кругах его окрестили ангелом, а сторонники конспирологических теорий предполагают, что это корабль пришельцев. Подобные космические фантомы появляются на снимках не впервые. Предыдущий похожий объект лаборатория показывала 24 мая прошлого года. Хотя такие явления наблюдались и раньше, в последнее время они стали встречаться чаще, что подогревает интерес публики. Примечательно, что февральский ангел появился сразу после серии мощных вспышек на Солнце. С предыдущим объектом подобных совпадений зафиксировано не было, да и в прошлом выявить закономерности не удалось. Возможно, их и вовсе не существует. Несмотря на то, что на снимках объекты выглядят крошечными, их реальные размеры поражают. Размах крыльев аномалии достигает 150 тысяч километров, что больше диаметра Юпитера. 9. Таинственный комплекс Сахасралинга. В индийском штате Карнатака находится удивительное место под названием Сахасралинга. Прямо в русле реки Шалмала здесь высечено около 1000 каменных лингамов и фигур. Самое поразительное происходит летом, когда уровень воды падает, на поверхности проступают бесчисленные плиты невероятно четких форм. Любой мастер по камню подтвердит, высекать такие сложные объекты в твердой породе дна – задача почти невыполнимая. Качество обработки настолько высокое, что кажется, будто здесь работали современными станками, а не простым долотом. Официально считается, что комплекс был создан в XVII веке по приказу правителя Садашивараи, который стремился исполнить волю богов. При этом в древних священных текстах лингам описывается как гигантский столб пламени, уходящий в небо, начало и конец которого не смогли найти даже высшие божества. Глядя на тысячи одинаковых, геометрически выверенных объектов, невольно задумываешься, что на самом деле пытались воплотить в камне мастера прошлого. Каждая деталь здесь, от самих лингамов до сопутствующих фигурок, выполнена с таким совершенством, будто это не просто символы, а элементы сложного технического устройства. Зачем было создавать тысячи артефактов там, где их большую часть года скрывает поток воды? Для паломников это место молитвы, но для человека с инженерным складом ума Сахасралинга выглядит как продуманный технический проект. Возможно, эти конструкции взаимодействовали с водой или имели иное прикладное назначение, которое нам еще предстоит разгадать. Пока наука не дает точного ответа, как именно удалось добиться такой ювелирной точности сотни лет назад, Сахасралинга остается одним из самых впечатляющих доказательств того, что технологии прошлого были куда круче, чем мы привыкли думать. Что еще может скрывать дно этой реки, если даже на поверхности такие загадки? Есть идеи? Пишите в комментариях. 10. Первые фотоснимки, сделанные на раскопках заброшенных городов Мезоамерики. За многие столетия до прибытия европейцев в Новый Свет в Мезоамерике процветали каменные мегаполисы, строители которых с невероятной точностью вычисляли движение звезд и вели летописи на языке, остававшемся загадкой веками.
Несмотря на официальные версии, вопрос о том, кто именно и как воздвиг эти колоссальные сооружения, до сих пор вызывает жаркие споры. Масштаб построек кажется невероятным для людей того времени. Когда же конкистадоры наконец достигли этих земель, они застали лишь пугающую картину. Великие города были давно брошены, а пирамиды превратились в заросшие деревьями холмы, скрытые плотной стеной леса. В эпоху испанского завоевания представления об этом крае были слишком обрывочны. В XVI столетии описание покинутых поселений составляли лишь миссионеры, далекие от науки. Только спустя 3 столетия, в 1840-х годах, до руин добрались путешественник Джон Ллойд Стивенс и художник Фредерик Каттервуд. Их детальные зарисовки стали первой попыткой задокументировать руины, которые выглядели так, словно их создала цивилизация, обладавшая знаниями, далеко выходящими за рамки официальной истории. Эти иллюстрации пробудили мировое любопытство, и в конце XIX века в джунгли прибыли первые археологические экспедиции. Уникальные фотографии тех лет запечатлели период, когда наследие региона было практически не изучено, а древняя письменность еще казалась нечитаемой. Загадка того, как был достигнут такой технологический прогресс и почему жители внезапно оставили свои дома, превратив процветающую империю в руины, остается нерешенной и по сей день. Как вы думаете, что заставило жителей массово бросить свои мегаполисы? Пишите свои версии в комментариях. 11. Расплавленные гранитные ступени храма Хатхор. Доказательство древних технологий? Храм Хатхор считается одним из наиболее хорошо сохранившихся храмов Древнего Египта. Он занимает 400 квадратных метров и является свидетельством высокого архитектурного мастерства древних египтян. Хатхор, кому посвящен этот храм, считалась богиней материнства, а также плодородия, радости, веселья и любви. Ее также часто называли владычицей неба или повелительницей звезд. В западной части храма Хатхор есть ряд каменных ступеней, ведущих на крышу. Стены по бокам ступеней украшены качественными изображениями фараона, богини Хатхор и жрецов. И состояние этих ступеней уже многие десятки лет озадачивает археологов. Ступени выглядят так, словно прочнейший гранит что-то расплавило, и он стал таким мягким, что потек с одной ступени на другую. Для того, чтобы расплавить гранит до такого состояния, потребовалась бы очень высокая температура, чрезвычайно высокая, 1000 градусов Цельсия. Но такая температура задела бы и каменные барельефы на стенах, а на них нет никаких следов расплавления. Так что же могло повлиять именно на лестницу? Ученые тоже в недоумении. Предположения об эрозии или сильном вытаптывании в основном были отброшены, и то и другое оставило бы совсем другие последствия. Эти ступени, похоже, подверглись воздействию экстраординарно сильного и направленного исключительно на ступени жара. Некоторые сторонники альтернативной истории полагают, что это доказательство того, что в далеком прошлом существовали какие-то источники колоссальной энергии. Согласно их доводам, единственным способом, которым температуру окружающей среды можно было поднять достаточно высоко, чтобы расплавить твердый гранит, было бы использование ядерной энергии. Другая теория предполагает, что древние египтяне могли создавать геополимерные камни, то есть каменные глыбы из жидкого раствора. Согласно этой теории, пирамиды выстроены как раз из геополимерного бетона, и никто не вытесывал огромные глыбы и не таскал их из каменоломен к месту строительства. Что же касается лестницы, то предполагается, что тут произошло нарушение процесса, и камни в какой-то момент, так сказать, потекли, прежде чем окончательно застыли. Как бы то ни было, но расплавление лестницы храма Хатхор – это тайна, которая так и не получила объяснения. 12.
Фото под страхом смерти. На фото одни из первых фотографий Лхасы. В начале XX века иностранцам под страхом смерти был запрещен въезд в Тибет. Фотографическая съемка также каралась смертной казнью. Двое молодых российских путешественников, бурят Гомбожап Цыбиков и калмык Овши Нурзунов, под видом буддийских паломников проникли в центральный Тибет и, рискуя быть обнаруженными, сделали ряд фотографий. Таились от всех, в том числе друг от друга. После долгого и трудного путешествия снимки были доставлены в Россию, опубликованы в Санкт-Петербурге и Париже и, разумеется, произвели сенсацию. А в 1905 году один малоизвестный американский научный журнал, находившийся на грани банкротства, решил опубликовать свой репортаж о Тибете. Денег на серьезные статьи не было, поэтому он взял безвозмездно предоставленные Цыбиковым и Нарзуновым тибетские фотографии и разместил их на разворотах с небольшими комментариями. Непривычная подача интересного материала принесла неожиданный успех. Фактически эти фотографии спасли журнал от разорения и помогли ему найти свой фирменный стиль. Возможно, вы слышали его название. Это был National Geographic. Чем же так интересна Лхаса? СССР в 1925 году снаряжал туда экспедицию и готовил новую. Целью экспедиции являлось уточнение географических маршрутов, поиск так называемого «города богов» с надеждой получения технологии ранее неизвестного оружия, а также пропаганда, которая, как следует из докладов Блюмкина, не нашла соответствующей востребованности среди властей Тибета. Тибетские монахи рассказали ему некоторые тайны, хранящиеся в глубоком подземелье под дворцом Потала. С его помощью древние строители, по утверждению монахов, действительно передвигали в воздухе гигантские каменные монотонные плиты и осуществляли разрезание и распиливание твердых каменных и скальных пород, возводя каменные монументы и исторические постройки, сохранившиеся до наших дней. 13. Террасы Марай. Древние аграрные лаборатории в Андах. Современное изобилие сортов картофеля и кукурузы – это не случайный дар природы, а наследие сложнейших экспериментов прошлого. В 50 километрах от Куско находятся террасы Марай, которые с высоты напоминают гигантский античный амфитеатр. Эта огромная впадина с концентрическими кругами уходит вглубь на 30 метров. И хотя постройку часто приписывают инкам, многие исследователи уверены, сооружение возвела куда более древняя и загадочная цивилизация, обладавшая знаниями, которые выходят за рамки привычных представлений о предках. Главная тайна объекта скрыта в его инженерном совершенстве. Конструкция создает уникальный температурный градиент. Разница между верхними и нижними ярусами достигает 15 градусов. Исследования грунта поражают. Почву сюда доставляли из самых разных уголков континента, включая субтропики и высокогорье. Тот, кто спроектировал это место, сумел воссоздать климат десятков регионов в одной точке, обеспечив идеальные условия для работы с семенами через сложнейшую систему дренажа и подачи воды. При этом каждый ярус был уникален. Уровни различались по степени освещенности и количеству удерживаемых осадков, что превращало их в изолированные климатические зоны. Древние селекционеры использовали эти площадки как полигоны, адаптируя растения к любым капризам природы. Благодаря таким опытам сельскохозяйственные культуры приобретали невероятную стойкость, что позволяло успешно выращивать их практически на любых территориях.
Вопрос о том, были ли строителями сами инки, или же они лишь пользовались плодами технологий неизвестной высокоразвитой цивилизации, остается открытым, превращая Марай в один из самых интригующих памятников древнего мира. 14. Наш геном – чужой инструмент? Забавно, что у каждого народа, от шумеров до майя, есть одна и та же методичка. Кто-то спустился с неба и слепил нас по своему подобию. Сторонники теории палеоконтакта уверены, что это не метафора, а протокол генетического вмешательства. Мы привыкли думать, что в нашей эволюции просто не хватает какого-то переходного вида. Но что, если недостающее звено никогда не существовало в природе? Что если на смену медленному естественному отбору пришла хирургическая правка генома? Тот самый необъяснимый рывок в развитии Homo sapiens выглядит слишком уж эффектно для случайной мутации. Если мы чей-то селекционный проект, то становится неуютно. Зачем нас вывели? Мы помощники, чей-то сложный инструмент, биологические процессоры или просто эксперимент, за которым до сих пор наблюдают из, так сказать, лаборатории за пределами орбиты. Как считаете, кто мы на этой планете? 15. В китайской провинции был найден таинственный камень. Сельский житель Ся Чангджин из провинции Хубэй заметил странный кусок скалы возле деревни Донгпин. Находка заинтересовала его настолько, что он с помощью обычной лопаты решил выкопать необычный камень, большая часть которого находилась под землей. Ся выкупил найденный камень у хозяина земли и через неделю раскопок извлек на поверхность удивительный по своей форме кусок скалы, похожий на диск с множеством колонн и отверстий, который потом с помощью крана доставил к себе домой. Камень очень заинтересовал экспертов, многие годы изучающих местную культуру и памятники древности. Находка весит около 6 тонн и имеет форму овала. Его длина 2,8 метра, ширина 2 метра и высота 1,6 метра. Камень имеет 3 слоя, состоящих из колонн различных размеров и более мелких отверстий. Верхний слой имеет ровную гладкую платформу. Китайские ученые считают, что данная находка может иметь несколько версий своего возникновения. Либо это естественное произведение природы, либо ритуальный атрибут древних предков. Нашедший и откопавший камень крестьянин заявил, что некто предлагал ему 100 тысяч юаней, порядка 14,5 тысяч долларов, за его находку, но он отказался. 16. Луна вспыхнет, Землю засыплет метеоритами, людей ждет уникальное небесное шоу. Астероид 2024 YR4 пару лет назад не покидал первых полос газет. Считалось, что велика вероятность его падения на Землю. Конспирологи всех мастей прикидывали, что останется от крупных городов, коли астероид угодит прямо по ним. И выходило, что ничего не останется. Но потом оказалось пустые страхи, не будет столкновения с Землей, и о небесном объекте забыли. Ненадолго. Китайские ученые заявляют, что через несколько лет 2024 YR4 буквально разнесет видимую сторону Луны, и нас ждет событие, подобного которому человечество не наблюдало никогда. Статья ждет публикации в одном из научных журналов. Объект 2024 YR4 открыт, как видно из номера, в 2024 году, и оказалось, что он буквально преследует Землю. Каждые 4 года он возвращается к Солнцу, посетив окрестности Юпитера, и его орбита пересекается с орбитой Земли. Это значит, что потенциально обрушиться на Землю он может. Возвращение астероида в 2028 году пройдет мирно. Земля будет далеко от него, и он проследует к Солнцу на приличном от нашей планеты расстоянии.
А вот в 2032 году мы с ним, по сути, встретимся. Именно на 2032 год относили апокалипсис, те, кто рисовал карты городов, уничтоженных астероидом. Расчеты в начале 2025 года показывали, что вероятность столкновения прямо-таки катастрофична. 3 балла по так называемой Туринской шкале. Всего в ней 10 баллов. Обычно даже потенциально опасные тела имеют по этой градации 0 баллов, а вероятность оценивается в тысячные доли процента. Но орбиту уточнили, и теперь мы точно знаем, в 2032 году 2024 YR4 пройдет близко к нам, но не ударит. А близко от нас есть Луна. И вот китайские ученые внимательнее присмотрелись к обстоятельствам пролета, и оказалось, что астероид жахнет по видимой стороне Луны, чуть севернее знаменитого кратера Тихо, который сам является следом колоссального удара. Что же будет? Размеры астероида оцениваются от 40 до 90 метров. Этого достаточно, чтобы оставить на Земле кратер поперечником в километр. Но то на Земле, где падение затормозит атмосфера. На Луне последствия будут куда серьезнее. По оценкам китайских исследователей, в момент удара выделится энергия, эквивалентная взрыву 6,5 миллионов тонн тротила. Луна испытает сильнейшее землетрясение. А мы? А на Земле люди невооруженным глазом увидят ярчайшую вспышку, превосходящую по блеску планету Юпитер. Причем это будет не один момент. Сиять будет от 5 минут до получаса, и еще несколько часов или даже дней в бинокли и в специальные инфракрасные устройства люди будут наблюдать медленно остывающий шрам. И это еще не все. Удар выбросит с Луны от 35 до 240 миллионов тонн вещества. И это вещество уже через несколько дней примется падать на Землю. Земля окажется охвачена метеоритным дождем невероятной силы. Небо раскалится от триллионов падающих звезд. Ничего подобного люди не видели за всю свою историю, подчеркивают исследователи. 17. Самая известная фотография National Geographic. История этой фотографии началась в 1984 году в пакистанском лагере беженцев Насир-Баг. Фотограф Стив Маккарри зашел в обычную палатку, где располагалась школа для девочек, и среди десятков детей заметил ее, 12-летнюю Шарбат Гулу. Она сразу же приковала к себе объектив своим невероятно пронзительным взором. Этот взгляд мгновенно превратил обычную девочку в символ миллионов судеб, искалеченных войной, став самым честным свидетельством тех тяжелых времен. Зачем был сделан этот кадр? Маккарри работал над репортажем о гуманитарном кризисе, и ему было нужно лицо этой трагедии. Он действовал мгновенно. Снимки были сделаны на камеру Nikon в спешке, без всякого студийного света и подготовки, только естественные лучи, падающие сквозь ткань палатки. Автор даже не успел узнать имя героини, так как она быстро ушла. Эта фотография должна была стать просто иллюстрацией к статье, но в итоге она попала на обложку и стала самым известным и узнаваемым снимком в истории National Geographic. Сегодня этот взгляд знают все, но за ним стоит реальная и сложная судьба. Только спустя 17 лет легендарную героиню удалось разыскать, доказав, что знаменитый снимок – это не просто удачный свет и цвет, а живой человек. Фотография навсегда осталась в истории как символ того, что война в первую очередь бьет по самым беззащитным. 18. Кариканча – технологический артефакт. Кариканча в Куско, Перу – это наглядное пособие по деградации технологий. Взгляните на кладку. Внизу фантастический черный базальт, обработанный с ювелирной точностью, без грамма раствора и щелей. Сверху хаотичный винегрет из камней,
украденных из крепости Саксай-Уаман и посаженных на дешевый раствор испанскими мастерами при строительстве монастыря Санто-Доминго в XVI веке. Это выглядит так, будто на шасси от Феррари попытались установить кузов от телеги. Базальтовый фундамент – явно чужая технология. Даже инки говорили, что лишь нашли эти руины и пытались восстановить по мере своих возможностей. Глядя на эту идеальную обработку, понимаешь, это не примитивный ручной труд огромных масс, а инструменты запредельной мощности. Пока официальная наука пытается вписать эти стены в историю местных племен, сами камни свидетельствуют о глобальном технологическом прошлом, следы которого разбросаны по всей планете. Этот фундамент – еще одно доказательство существования исчезнувшей цивилизации, чье инженерное мастерство заставляет наше современное строительство выглядеть лишь временными декорациями. Такие сооружения не просто стоят веками, они демонстрируют уровень знаний, который мы до сих пор не можем ни повторить, ни внятно объяснить. Как вы считаете, каким образом была достигнута такая точность? Это была механическая резка, технология размягчения камня или что-то, чего мы до сих пор не можем вообразить? Пишите свое мнение в комментариях. 19. Загадка коллекции Акамбаро. Откуда у древних индейцев взялись статуэтки динозавров? В 1944 году немецкий предприниматель Вальдемар Джульсрут случайно наткнулся на необычную глиняную статуэтку у подножья холма Эль-Торо, рядом с мексиканским городом Акамбаро. Эта находка положила начало одной из самых загадочных археологических историй XX века, поставив под сомнение привычные представления о хронологии развития человечества. Заинтригованный открытием, Джульсрут организовал масштабные поиски, наняв местных фермеров для раскопок. Результат превзошел все ожидания. Коллекция стремительно разрасталась и в итоге достигла внушительных размеров – около 33 тысяч артефактов. Главная тайна коллекции Акамбаро кроется в их поразительном сюжете. Здесь древние ящеры, от плезиозавров до брахиозавров, соседствуют с человеком. Наряду с кадрами охоты встречаются сцены приручения, где люди держат на руках детенышей рептилий или взаимодействуют с ними как с домашними животными. Помимо динозавров, в глине запечатлены млекопитающие, исчезнувшие с американского континента еще в ледниковый период, около 12 тысяч лет назад, реликтовые лошади, носороги, саблезубые тигры и гигантские ленивцы. Встречаются и вовсе неведомые науке существа, причудливые гибриды птиц, рептилий и сумчатых. Но больше всего поражает динамика. Фигурки исполнены настолько реалистично и живо, что возникает ощущение, будто мастера лепили их с натуры, наблюдая за поведением живых прототипов, на чем и настаивал сторонник этой гипотезы Вальдемар Джульсрут. В 1950-х годах феномен Акамбаро привлек внимание прессы. Журналисты Лоуэлл Хармер и Уильям Рассел лично документировали раскопки на холме Эль-Торо. Рассел, запечатлевший Джульсруда с только что извлеченными артефактами, подчеркивал их аутентичность. Предметы находились на 1,5-метровой глубине и были буквально пронизаны корнями растений. Позже научный интерес подтвердили лабораторные тесты. В 1968 году анализ в Нью-Джерси определил возраст находок в диапазоне от 1500 до 6000 лет, а исследования в Филадельфии в 1972 году подтвердили их древность. Учитывая данные, что фигурки были захоронены почти сразу после обжига, радиоуглеродный анализ привел к сенсационному выводу. Всего несколько тысячелетий назад просторы Мексики могли быть пристанищем для множества живых динозавров. Но насколько это реально? Большинство современных исследователей твердо убеждены,
Коллекция Акамбара – это масштабная мистификация. Главный аргумент археологов заключается в том, что в местах находок не обнаружено никаких культурных слоев, ни остатков пищи, ни орудий, ни очагов, которые неизбежно сопровождали бы быт столь плодовитых мастеров. Скептики уверены, что армия статуэток – плод труда местных жителей 1940-х годов, созданной ради наживы на доверчивых туристах. Чтобы поставить точку в спорах, руководство музея Акамбаро привлекло, так сказать, тяжелую артиллерию, а именно экспертов. Палеонтолога Джорджа Гейларда Симпсона, натуралиста Айвена Сандерсона и криминалиста Эрла Стэнли Гарднера. Все они признали древность коллекции, но как объяснить такую точность? Пока одни ученые считают, что индейцы реконструировали образы по найденным костям, другие верят в более смелую гипотезу, что такие подробные и основательные знания индейцам Древней Америки достались от предков, развитой цивилизации, сосуществовавшей с огромными рептилиями. 20. Загадочные камни Мохенджо-Даро. Доказательство утерянных знаний. Холм мертвецов. Древний город в современном Пакистане и один из величайших центров цивилизации долины Инда. Он процветал около 900 лет, начиная с 2600 года до нашей эры, а затем был внезапно заброшен по неизвестным причинам. Эти перфорированные каменные объекты, которые вы видите на фото, были найдены в ходе раскопок, проводимых сэром Мортимером Уиллером в 1950-х годах. Артефакты демонстрируют поразительную точность обработки камня, что вызывает горячие споры об уровне технологий того времени. Их назначение тоже остается загадкой. Существует лишь несколько основных версий. Крепления, возможно, это были фиксаторы для деревянных балок. Механизмы, части какого-то устройства. Уровень мастерства намекает на использование инструментов гораздо более продвинутых, чем предполагалось ранее. Эти предметы – молчаливые свидетели высоко развитой цивилизации, чья история оборвалась так же неожиданно, как и началась. А как вы считаете, для чего служили эти предметы? И как они были изготовлены? 21. В небе над Чили засняли неопознанный объект в форме диска. Жители коммуны Курареуэ в чилийском регионе Араукания стали свидетелями необычного воздушного явления. Согласно сообщениям, несколько человек, находившихся на местном стадионе, наблюдали летящий на некотором расстоянии объект, имевший форму диска, и, по их описанию, металлический отблеск. Свидетели отмечают, что его движение отличалось от траектории полета известных летательных аппаратов. Объект совершил быстрый и нехарактерный маневр, после чего резко исчез из поля зрения. Наиболее подробные кадры явления удалось запечатлеть Фермину Пангелефу. Его фотографии быстро распространились в социальных сетях, вызвав активные спекуляции о природе и происхождении зафиксированного объекта. Официальных заявлений от властей или военных ведомств Чили относительно расследования данного инцидента не поступало. 22. Загадочная каменная голова в усадьбе Сергиевка близ Петергофа. В старинной усадьбе Сергиевка возле Петергофа стоит дворец. Его последние хозяева – представители царской семьи, герцоги Лейхтенбергские. Парк, окружающий усадьбу, был наполнен скульптурами, горбатыми мостиками и фонтанами. Особняком среди этого великолепия был странный артефакт, совершенно не вписывающийся в общую картину пейзажного парка. Внизу оврага, куда можно спуститься по крутой лестнице, рядом с природным родником, лежит врытая в землю каменная голова. Размеры этой скульптуры, высеченной из гигантского валуна, 2,2 на 1,8 метра. Это явно лицо мужчины, может быть воина. Глаза широко раскрыты, над землей видна только верхняя часть лица.
Ни в одном официальном реестре всех памятников Петербурга вы не найдете автора этой скульптуры, ни одного упоминания о времени изготовления, хотя все памятники города изучены, инвентаризированы и атрибутированы. В данном случае в графах «автор» и «год создания» стоит прочерк. Есть несколько версий создания этой головы, но ни одна из них не имеет доказательств. Версия номер 1 – портрет Петра I. Некоторые историки считают, что в голове нет ничего удивительного, и это просто портрет царя, который заказал вырезать один из владельцев усадьбы, дабы отблагодарить императора за оказанную почесть. Но все дело в том, что портрет остался незавершенным. Мы можем видеть только брови, глаза и нос. Почему искусный резчик бросил работу, неизвестно. Версия номер 2 – портрет шведского короля. Земли, где находится Петергоф, когда-то принадлежали шведам. Действительно, они могли избрать огромный валун для портрета своего короля, а так как камень огромный и неизвестно, насколько уходит в землю, унести его с собой не смогли. Версия номер 3 – Руслан и Людмила. Многие считают, что голова в парке не что иное, как иллюстрация к поэме Пушкина. Правда, мнения расходятся. Одни думают, что артефакт появился после публикации сказки, а другие придерживаются версии, что это сам поэт, увидев в парке голову, решил вписать ее в свое произведение. Версия номер 4 – наследие прошлой цивилизации. Сторонники идеи о том, что до нас на Земле существовали другие цивилизации, считают, что каменный мегалит остался нам в наследство, и голова лежит во враге уже много тысяч лет, и что если начать раскопки, то обнаружится туловище, как у истуканов острова Пасхи. А что думаете вы по поводу этой странной головы? 23. Тайны гигантских каменных голов ольмеков. Что скрывают лица, смотрящие сквозь тысячелетия? Время цивилизации древних ольмеков оценивается между вторым тысячелетием до нашей эры и началом нашей эры. Ольмеки исчезли за 1,5 тысячелетия до появления здесь ацтеков. Иногда считают, что именно эти ольмеки стали прародителями цивилизации в Центральной Америке. Но на самом деле нам мало известно, что из себя представляли ольмеки. Нигде в Мексике и Америке не найдено следов их появления и развития. Складывается впечатление, что этот народ возник здесь из воздуха. Неизвестен и уклад их жизни, вера и религия. Нет данных и по их происхождению, языку, распространению. Влажный климат уничтожил даже скелеты представителей этой цивилизации. Ольмеки до сих пор окутаны глубокой тайной. Но что хорошо известно про этих людей, то что они были отличными мастерами по камню. Среди их работ выделяют детальную резьбу по нефриту, изготовление алтарей из огромных монолитов и, конечно же, знаменитые каменные головы ольмеков. При взгляде на эти головы сразу возникает множество вопросов, на которые у всезнающей науки хочется таки получить внятный ответ. Черты лица у каждой из 17 гигантских голов индивидуальны, но у всех у них есть одна общая черта – характерные негроидные признаки. Откуда в доколумбовой Америке взялись негры, если, по утверждению официальной науки, никаких контактов до Колумба между Африкой и Америкой быть не могло? А сами ольмеки вовсе не выглядели как негры, что следует из других многочисленных статуэток и фигурок. И лишь эти 17 голов наделены негроидными чертами. При помощи каких инструментов при отсутствии металла, опять же по официальной версии, с такой точностью и детализацией обрабатывался базальт, один из самых прочных камней, из которого и сделаны головы? Неужели другим камнем? Как многотонные глыбы, некоторые до 50 тонн весом, доставлялись к месту обработки за 90 километров от места их добычи, через джунгли по пересеченной местности? Зачем их делать такими большими? Ведь у ольмеков много других скульптур, и голов в том числе вполне нормального размера и вполне американской, индейской внешности. За что им такая честь? И хотя ольмеки бесследно исчезли, их культура и в наши дни продолжает удивлять и вызывать множество вопросов.
Особенно это касается африканских каменных голов. 24. Сенсационная гипотеза: Великая пирамида Гизы может оказаться старше 20 тысяч лет. Пирамида Хеопса, Великая пирамида Гизы, заслуженно входит в список 7 чудес света, являясь самым масштабным и узнаваемым памятником Древнего Египта. Официальная наука датирует ее возведение периодом около 4600 лет назад. Тем не менее, итальянский инженер Альберто Донини предложил альтернативную концепцию оценки возраста сооружения, согласно которой пирамиде может быть более 20 тысяч лет. Свою методику Донини обозначил как метод относительной эрозии – РЭМ. Концепция базируется на тезисе о том, что любая горная порода приобретает специфические следы износа под воздействием ветра, осадков и температурных колебаний. Эти изменения поддаются измерению, что позволяет установить время пребывания материала на открытом воздухе. В качестве эталона исследователь использовал исторически зафиксированное событие – землетрясение 1303 года. После него египтяне сняли часть внешней облицовки пирамиды для нужд экстренного строительства, обнажив внутренние блоки 675 лет назад. Сравнивая степень их износа с эрозией блоков, находившихся под воздействием стихий с момента постройки, Донини выявил искомую разницу. При этом расчет строится на допущении, что интенсивность факторов эрозии оставалась неизменной на протяжении тысячелетий. В своей работе инженер классифицировал два типа разрушений – точечную и равномерную эрозию. Точечная характеризуется появлением углублений из-за химических реакций, соли, кислотные дожди или физического воздействия, замерзания воды, прорастания растений. Равномерная же представляет собой постепенное истирание или расслоение поверхности камня. Для анализа Донини выбрал 12 контрольных точек у основания пирамиды Хеопса. Индивидуальный расчет для каждого участка позволил учесть специфику конкретных блоков, их ориентацию и возможные природные дефекты материала. Результаты расчетов по отдельным блокам продемонстрировали значительную вариативность от 5708 до 54 тысяч лет. На основе этих данных Донини вывел среднее арифметическое значение, согласно которому возраст камней в основании пирамиды Хеопса составляет 24 941 год. Дальнейший статистический анализ позволил определить временной интервал. С вероятностью 88,2% Великая пирамида была возведена в период между 10979 и 38903 годами назад. При этом наиболее вероятной датой постройки инженер называет 22916 год до нашей эры. Дони не признает определенную ограниченность своего метода. Он подчеркивает, что его основная задача не утверждение единственно верной даты, а обозначение временного диапазона с соответствующей степенью вероятности. Автор надеется, что предложенная им концепция пройдет независимую проверку и побудит научное сообщество провести повторную оценку сроков строительства пирамиды с использованием альтернативных методик. В итоге исследователь пришел к выводу, что общепринятая археологическая датировка в корне расходится с полученными им статистическими данными. По его версии, объект мог быть возведен еще в 23 тысячном году до нашей эры, тогда как в 2500 году до нашей эры он лишь подвергся масштабной реконструкции, после чего его авторство было фактически переписано. 25. Инцидент на Ил-Клемур. Ил-Клемур – туманные вересковые пустоши в графстве Западный Йоркшир, Англия.
Место само по себе известно древними курганами, странными огнями и легендами о пропавших людях. Однако 1 декабря 1987 года Илкле-Мур прославился на весь мир, войдя в историю уфологии благодаря одному случаю. В то утро Филипп Спенсер, бывший полицейский, в настоящее время работавший в инженерной компании, отправился на работу через пустошь Илкле-Мур. Он взял с собой фотоаппарат, хотел заодно поснимать безлюдные красоты местной природы, которые особенно атмосферно выглядят во время тумана. По его словам, в какой-то момент он заметил впереди странную фигуру. Это было невысокое существо с непропорционально длинными руками, тонким телом и большой головой. Его движения были неестественными для животных или людей. Спенсер, понимая, что видит что-то необычное, решил сделать пару снимков, чтобы позже разобраться, что же это было. После этого фигура таинственным образом исчезла, а попытки найти ее не увенчались успехом. Однако самое странное началось уже после. Когда Спенсер посмотрел на часы, оказалось, что прошло почти 2 часа с момента, как он въехал на территорию Илкле-Мур. Он просто не понимал, как за несколько мгновений могло пролететь столько времени. Добравшись до работы, он начал чувствовать сильную усталость и дезориентацию. Позже он решил проявить снимки, которые удалось сделать. Изображение на снимках оказалось размытым, однако на них недвусмысленно прослеживались черты гуманоидного существа. Фото попало в прессу и быстро стало одним из самых известных снимков пришельца в Британии. Эксперты долго проверяли снимок, однако следов фотомонтажа обнаружено не было. Большинство из них согласилось с тем, что на фото действительно читается некое существо, но конкретнее сказать о его происхождении никто не осмелился. Сторонники НЛО уверены в правдивости этой истории. Слишком много странных совпадений, особенно учитывая слова о пропавшем времени и наличии снимка. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 26. Найдено колесо возрастом не менее 300 миллионов лет. Удивительная находка отпечатка колеса была сделана в песчаниках шахты «Западная» в городе Донецке, Ростовской области, на глубине 900 метров от поверхности при проходке пласта коксующегося угля «Суходольский» в 2008 году. О возрасте вмещающих находку песчаников можно косвенно судить по тому, что город Донецк Ростовской области находится в поле пород каменно-угольного возраста 360-300 миллионов лет. Это может означать и, по-видимому, означает, что колесо попало в породы более 300 миллионов лет назад и в дальнейшем отпечаталось в подошве пласта, перекрывающего его песчаников. Само колесо растворилось при диагенезе, как часто бывает с ископаемыми останками. В данный момент шахта закрыта, официально с 2009 года, и доступ к объекту невозможен. Оборудование демонтировано, и данные пласты уже затоплены. 27.
Странное существо нашли на дне океана. Ученые из США обнаружили странный объект на дне океана рядом с Нормандскими островами Калифорнии. По словам специалистов, он имеет форму шара и может быть живым существом. Изначально ученые предполагали, что странный шар может быть моллюском, а его свечение обусловлено бликами света. Несмотря на это, в ходе исследований оказалось, что объект может быть разумным существом, так как перемещается по океаническому дну по определенной траектории, минуя опасности. Ученые на исследовательском судне «Наутилус» взяли несколько проб покрова странного шара и определили, что он имеет многослойный эпителий, что не свойственно для любого вида моллюсков. В будущем специалисты планируют достать странный шар с океанического дна и провести исследования, однако пока это невозможно из-за отсутствия техники, которая работает на большой глубине. При резком перепаде давления он может просто погибнуть, что не даст исследовать его организм в полной мере. 28. Врата Солнца в Боливии. Загадочное древнее сооружение. Уникальный артефакт доингской цивилизации «Ворота Солнца», расположенные в Тиауанако. Когда их нашли инки, они уже были очень древними. До сих пор ученые не могут точно сказать, кто и когда их построил, а также откуда у примитивных индейских племен взялись высокие технологии, позволившие создать этот памятник. Возраст ворот Солнца в Южной Америке точно неизвестен. Одни называют цифру в 12 тысяч лет, другие говорят, что ворота были построены только в III веке нашей эры. Неизвестно и то, кто возвел это грандиозное сооружение. Некоторые исследователи считают, что это были предки современных индейцев Аймара. Есть такие, кто уверен, что строители происходили из племени Уручи-Пая или из народа Такана. Каким образом неизвестные древние строители вообще смогли создать столь грандиозное сооружение? Создать тонкую резьбу примитивными орудиями, которые были в распоряжении индейцев, было практически невозможно. Что же за технологии были здесь использованы? Это породило теории о том, что ворота Солнца – не что иное, как место перехода из нашего мира в другой, или в иное измерение. Соответственно, и технологии использовались неизвестные в нашей реальности. Тем не менее, главная загадка ворот Солнца и всего Тиауанака в том, почему это странное место было покинуто. Что стало с цивилизацией Тиауанака? Археологи считают, что город оставили внезапно, но по какой причине – неизвестно. 29. Тайна скального дворца в национальном парке Меса-Верде. Поселение Клифф Пэлас, именно так звучит название на английском, расположено в скалистой породе в глубоком каньоне. Все здания находятся под своеобразной крышей, которой служит нависающий сверху огромный скалистый козырек. Исследования сооружений показывают, что строительство велось с конца XII до середины XIII века нашей эры. При этом основная часть зданий была возведена в первые 20 лет. Удивительно, кто вообще додумался к тому, чтобы индейцы Пуэбло построили, по сути, многоквартирный дом. Тщательная каменная кладка показывает, что это были жилища для представителей высшего сословия. Простых людей туда, скорее всего, не подпускали даже близко. Однако вот что удивительно. После завершения строительства комплекс жил всего 50 лет. У исследователей есть все основания полагать, что к 1300 году скальный дворец был полностью покинут. При этом не найдено ни малейшего следа спешки. Жильцы степенно, совершенно не торопясь, забрали свои пожитки и покинули дома. Что вынудило их совершить этот шаг, непонятно. Причем винить в этом испанских конкистадоров нельзя. До их вторжения на эти земли прошло еще более 200 лет, так что к моменту их прихода в большинстве древних индейских поселений царило полное запустение. Здесь можно провести аналогию с Петрой, городом Набатеев. Те каменные дворцы хозяева покинули точно так же. И точно так же установить причину их исхода современные ученые не могут. Они лишь строят догадки.
30. Шедевр палеоарта. Элефас примагениус или якутский чудо-юдо. Представляем вашему вниманию выдающийся образец научной иллюстрации начала XIX века, подлинные свидетельства того, как выглядел бы слон, если бы его собирал комитет из 3 человек – охотника, купца и художника, которые никогда не видели слона вживую. На полотне мы видим Элефас примагениус – слон первобытный, как его нежно именовали ученые-мужи, с любовью вытащенного из сибирской мерзлоты. Судя по пропорциям, художник Роман Болтунов придерживался мнения, что мамонт – это, по сути, очень толстый кабан с бивнями, страдающий от хронического недосыпания и легкого ожирения. Обратите внимание на великолепные бивни, которые изогнуты с таким размахом и изяществом, что более напоминают усы бравого гусара, нежели инструмент для выкапывания пищи. Кажется, природа решила, что этому зверю совершенно не нужно видеть, куда он идет, ведь главное – эффектный внешний вид. Отсутствующий или старательно отгрызенный дикими зверями хобот лишь добавлял загадочности образу, оставляя широчайшее поле для научных гипотез. Рисунок вызвал фурор в научных кругах. Все гадали, что за чудо-юдо такое, и решили, так дело не пойдет, надо видеть все своими глазами. Снарядили экспедицию, повозились с вечной мерзлотой, но мамонта все-таки извлекли и с почестями отправили в столицу. Сегодня он гордость зоологического музея в Санкт-Петербурге, а рисунок стал милым историческим курьезом, который показывают со словами «вот так когда-то представляли мамонтов». 31. Огромная черная дыра мчится в направлении Земли со скоростью 3,6 миллионов километров в час. Тайну грандиозного космического феномена, зафиксированного телескопом Хаббл, наконец удалось разгадать. Исследователи обнаружили, что протяженный на сотни тысяч световых лет след в космическом пространстве оставляет гигантская черная дыра, движущаяся с колоссальной скоростью. Ее масса в 20 миллионов раз превосходит массу Солнца, а скорость достигает примерно 3,6 миллионов километров в час. Внимание ученых из университетов Канады, Австралии и США этот необычный объект привлек еще 3 года назад. Тогда впервые возникла гипотеза – яркая светящаяся полоса – не что иное, как след, тянущийся за исполинской черной дырой. Недавнее исследование, проведенное с помощью космического телескопа JWST, подтвердило предположение. Выяснилось, что, несмотря на чудовищную массу, черная дыра не поглощает звезды на своем пути. Вместо этого она воздействует на окружающую материю особым образом, формируя перед собой своеобразный шлейф. Он состоит из раскаленного водорода, кислорода и космической пыли. Именно эти элементы создают яркое свечение. Причины столь стремительного движения космического гиганта пока остаются загадкой. Ученые рассматривают несколько гипотез. Первое. Слияние 3 галактик. Возможно, причиной стало хаотичное слияние 3 галактик, каждая из которых имела собственную черную дыру. В результате взаимодействия 2 дыры устремились в одном направлении, а 3 в противоположном, то есть в сторону нашей галактики. Второе. Столкновение 2 галактик. Другой сценарий предполагает, что 2 галактики столкнулись, и одна из них мощным гравитационным воздействием выбила свою центральную черную дыру. Третье. Формирование из газовых облаков. Существует также версия, что черная дыра возникла в процессе экстремального сжатия газовых облаков, спровоцированного столкновениями галактик. Впрочем, жителям Земли пока не стоит тревожиться. Объект расположен на расстоянии около 7 миллиардов световых лет от нашей планеты. Даже двигаясь с такой невероятной скоростью, он потратит невообразимо долгое время, чтобы приблизиться к границам Млечного Пути. Вероятность того, что человечество столкнется с этим небесным телом, крайне мала. К моменту возможного сближения история нашей цивилизации, скорее всего, уже завершится. 32. Как выглядела египтянка II века.
Специалисты Института востоковедения РАН реконструировали облик женщины, жившей в Египте в эпоху императора Траяна. Основой для работы послужила половина позолоченной гипсовой маски, обнаруженной в некрополе Гебель-эль-Нур. Сохранность артефакта позволила детально восстановить черты лица и особенности прически, характерные для того периода. Находка была сделана в 2024 году российско-египетской экспедицией под руководством Лебедева при исследовании гробницы номер 6010. Помимо половины женской маски, археологи нашли фрагменты и мужской, от которой сохранились лишь часть прически и глаза. У входа в погребальную камеру также обнаружен обломок камня с греческой надписью, предположительно указывающей на имя владельца – Дамаса Эвдемона. Благодаря кропотливому труду исследователей и современным технологиям мы можем увидеть реальный портрет человека, чей покой не нарушался почти 2000 лет. Это открытие позволяет не просто изучать сухие факты, а буквально заглянуть в глаза истории. 33. Ученые выдвинули гипотезу: когда-то у Земли были кольца. Около полумиллиарда лет назад небо над Землей могло выглядеть совершенно иначе. Вместо привычной пустоты его пересекала яркая дуга из обломков, подобная кольцам газовых гигантов. Исследователи из университета Монаша выдвинули смелую гипотезу о том, что наша планета некогда обладала собственным ожерельем из космической пыли и камней. Эта структура не была вечной декорацией, она активно влияла на биосферу, провоцируя метеоритные дожди и меняя температурный режим целых континентов. Согласно реконструкции, история земного кольца началась 466 миллионов лет назад с катастрофического разрушения крупного астероида, который неосторожно пересек предел Роша, невидимую границу, где гравитация Земли буквально разрывает небесные тела на части. Захваченные обломки сформировали плоский диск в плоскости экватора, который на протяжении миллионов лет отбрасывал колоссальную тень на поверхность. Эта гигантская космическая шторка могла стать причиной Хирнанского оледенения, одного из самых суровых климатических кризисов в истории планеты. В качестве, так сказать, улик, ученые приводят уникальную карту 21 древнего кратера того времени. Все они, вопреки законам вероятности, выстроились в узкую линию вдоль палеоэкватора. Для сравнения, шанс того, что случайные метеориты упадут столь упорядоченно, ничтожен и напоминает попытку выбросить одну и ту же грань на кубике 21 раз подряд. Таким образом, следы в земной коре и аномально высокое содержание космической пыли в породах ордовикского периода превращаются из загадки в логичное подтверждение существования у Земли не продолжительного по геологическим меркам, но глобального орбитального диска. 34. Катастрофа, которая изменила мир. Что произошло 13 тысяч лет назад? Примерно 13 тысяч лет назад планета внезапно погрузилась в экстремальный холод, известный как поздний Дриас. Основной версией считается гипотеза космического удара. Падение фрагментов кометы вызвало мощные взрывы в атмосфере, сопоставимые с миллионами ядерных зарядов. В геологических отложениях того времени находят черный мат, слой сажи, богатый наноалмазами и необычно высокой концентрацией редких металлов, вроде платины и иридия, которые часто встречаются в кометах и астероидах, что указывает на глобальные пожары и это космическое событие. Эта катастрофа радикально изменила биосферу, стерев с лица Земли мегафауну, мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев. Для древних людей привычный мир рухнул за считанные годы. Резкое изменение климата и исчезновение основных источников пищи поставили человечество на грань выживания, заставив адаптироваться к новым суровым условиям. Парадоксально, но именно этот хаос мог стать искрой для возникновения цивилизации.
Столкнувшись с дефицитом диких ресурсов, люди начали переходить от охоты к земледелию. Археологические памятники вроде Гюбекли-Тепе намекают, что выжившие пытались зафиксировать память о небесном огне в камне, закладывая основы организованного общества и оседлого образа жизни. 35. Невозможные артефакты. Мегалиты Баальбека. В XVI веке путешественник Мартин Баумгартен во время поездки в Баальбек, Ливан, наткнулся на грандиозный монолит, ставший легендарным под названием «Южный камень». Этот исполинский блок считается не только самым массивным рукотворным объектом в мире, но и величайшей загадкой истории. Объект вызвал настоящий ажиотаж среди ученых и путешественников, спровоцировав череду экспедиций. Но самое интересное обнаружилось в 1990 и 2014 годах. В ходе раскопок рядом с первым гигантом отыскали еще два монолита, превосходящих его по габаритам. Эти неуместные артефакты Баальбека десятилетиями провоцируют дискуссии о том, как именно они высекались и для каких целей предназначались. Все три обнаруженных монолита, которые так и остались незавершенными. Несмотря на бурный интерес общественности и научного сообщества, до сих пор неизвестно, каким же образом древним людям удалось изготовить столь огромные монолиты без использования каких-либо технологий, лишь с применением примитивных инструментов. Но главный вопрос заключается в том, как же создатели столь больших блоков собирались их транспортировать. Приверженцы альтернативной истории верят в палеоконтакт, вмешательство высших сил и следы утраченных технологий прошлых цивилизаций, тогда как скептики предполагают, что инженерные познания предков были куда глубже, чем принято считать. А какая гипотеза кажется наиболее убедительной вам? На этом я бы хотел закончить это видео с 35 тайнами мира, на которые нет ответов. Но и уже по традиции для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Звезда чистой Земли, как самый дорогой сапфир мира, едва не продали по дешевке. На Шри-Ланке официально представили звезду чистой Земли, невероятный фиолетовый сапфир весом 3563 карата. Это абсолютный мировой рекорд среди звездчатых сапфиров. Камень нашли в знаменитом районе Ратнапура, Шри-Ланка, еще в 2023 году, но самое поразительное в этой истории не его размер, а то, как его чуть не потеряли. Первое время владельцы даже не подозревали о ценности находки. Сапфир-гигант просто лежал в общей куче камней на продажу. Только спустя 2 года эксперты разглядели в нем уникальный астеризм, идеальную шестилучевую звезду, которая сияет на поверхности при каждом луче света. Гемологи подтвердили, перед нами чудо природы, не имеющее аналогов. Фиолетовый оттенок в сочетании с такими габаритами делает его практически бесценным. Сейчас сокровища оценивают в астрономическую сумму от 300 до 400 миллионов долларов. Подлинность рекорда уже подтверждена сертификатами крупнейших лабораторий мира, а владельцы готовятся выставить лот на международные торги. Трудно представить, что такой артефакт мог бесследно уйти в частную коллекцию, как обычный сапфир, если бы не зоркий глаз специалиста. Как вы считаете, адекватна ли цена в сотни миллионов долларов за красивый камешек, или это просто маркетинг для богатых коллекционеров? Вот такими у нас получились 35 тайн мира, на которые нет ответов. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео
И прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.